драчуны все, бакланы называются по-блатному, любите родителей, они потом, знаете, чем жизнь закончат? Как не боятся драки? Папе, маме, привет. Они все потом либо сядут, либо лягут. Конкретно вот пацан. Самооборона это не драка. Дан! Да-дан! Ребята, привет. Поразмышляю немного на тему. Молодежь меня спрашивает. Вопрос звучал вот так. Как не бояться драки? Пацан, по-моему, задал мне такой вопрос. А что тут сказать, парни? Ну, вообще, я против драки. Драться вообще нехорошо. Не надо драться. Это низкое занятие. Драка вообще вам нафиг не нужна. Тут дерутся всякие, знаете, там, бакланы, пусть дерутся. Разные такие вот эти вот недалекие особи, у которых пониженный интеллект. Вот пусть они дерутся, потому что ну а что им еще, чем еще заняться таким вот ребятам? Они могут за счет драки как-то, не знаю, преуспеть в том обществе, где они там как бы пытаются преуспеть. Короче, драться не надо, друзья. Призываю вас, не деритесь. Драться нехорошо, драться плохо. Я веду речь только о том, чтобы защищаться, чтобы самообороняться. Вот это можно делать. Короче говоря, да, нужно не драться, потому что такое драка? Такой обмен ударами. Вы его, он вас. Вот так вот, да, и у вас морда вся в крови, вы друг другу бьете там. Все это очень некрасиво, все это мерзкое зрелище. Нужно делать так, чтобы вы били. То есть нужно не драться, а нужно бить. Только в том случае, если вам угрожают, на вас нападают, в таком случае вы должны бить. Драться не надо, это бессмысленно, это низко, это мерзко, и кроме того, это небезопасно. И с точки зрения здоровья небезопасно, и с точки зрения того, что потом могут быть какие-то последствия. Понимаете, то есть любая драка лучше все-таки ее избегать. Ну, допустим, вы его избили, да? Но он взял на вас заявление, написал в милицию, в полицию. И что дальше? Идет следствие. Идут всякие разные споры, там, родственники, свидетели. Начинается вся канитель, понимаете? Оно вам надо? Все допросы, вопросы, кто, чего, кого. А если у него какие-то там раны? А если он там в больничку после этого лег? Вот к чему приводит драка, понимаете? Я вас как бы отговариваю от драки. У меня канал не для драчунов, понимаете? Или, например, бывают же случаи летальные. Люди вышли там подраться, да, еще по пьяни. Один другого ударил, тот упал головой об асфальт, ударился или об бетон. И все, и нет человека. И тот, кто его победил в драке, тот, значит, едет в места лишения свободы. Зачем вот эта драка? Для чего нужна? Самооборона это не драка. Самооборона это конкретно защита вашей жизни, защита вашего здоровья, вашей чести, там, достоинства, свободы и так далее. Все. Драться это как вот, не знаю, для кого это удел недалеких людей. Поэтому, друзья мои, не призываю вас драться, призываю вас изучать рукопашный бой, единоборство только с той целью, что вы могли себя защитить в крайней ситуации. Это реально вам или вашим близким угрожает какая-то опасность. И тогда вы не деритесь, а просто берите и бейте. Да. Бейте в уязвимые места, в уязвимые точки, так, чтобы преступник, я имею в виду, вы уже будете бить преступника, а не просто вашего соседа там по парте там, или где там соседа. Просто дубасьте его чем ни попадя. Причем даже без всяких правил. Там, взяли вон там кирпич, палку, дубину и пошли их фигачить. Я имею в виду насильников, преступников и прочую мразь. Вот это все. В этом случае да. Но это не должно быть дракой. Должно быть все в одну сторону. Поэтому, дорогие мои подписчики, молодежь, конкретно вот пацан, да, как не бояться драки. Ты не будешь бояться драки, не будешь бояться себя защищать только в том случае, если ты будешь себя любить, уважать и избегать всех этих драк. Потому что тебе должно быть настолько мерзко вот эта вот вся грязь, понимаешь, вот это вот все копошение тел, блин, раздача друг другу по морде. Ну как-то это вот это все должно быть настолько мерзко, что если вдруг с тобой это случится, да, тебя кто-то затянут в этот конфликт, там, драка, еще чего-то, ты должен так разозлиться, так разгневаться, тебе должно быть так разозлить, что ты должен просто, ну, отдубасить нафиг того чувака, который, ну вот, пытается тебя избить, нападает на тебя. В таком случае ты не будешь бояться. А так вообще нормальное состояние бояться. Да, кстати, про боязнь. Но это же нормальное состояние человеческое. Опасаться чего-то, да? Быть осторожным, бдительным, бояться каких-то моментов, которые нанесут ущерб вашему здоровью, понимаете? Потому что на лечение тоже это, ну, не напасешься денежек. Вот так вам зубы повыбивают или нос сломают. Это же надо лечиться, это надо по врачам ходить, рентгены делать, там лекарства покупать, операции делать, не дай бог. Вот оно вам надо, вот эти драки. И поэтому, если вас кто-то затягивает, если на нас кто-то нападает, вы должны подумать прежде всего о здоровье и избежать этих моментов. Убежать лучше. Но если уж совсем некуда бежать, то подумайте, сколько лекарств вам вот, ну, обойдется на лечение возможное, да? И дубасьте нахрен того чувака, который
Ну и там кто на вас нападает, там банда, тем более крошите их всех любым подручным средством. Вот об этом. Поэтому бояться, в принципе, нормально. Опасаться — это нормальное явление. Чё? Я уже, наверное, повторяюсь, да, по кругу так вот все разгоняю. Но просто хочется, чтобы вот эта мысль дошла до вас. Ребята, драться плохо, драться нехорошо, драться нельзя. Бояться всяких драк, всяких разных столкновений — это нормальное явление. Ну, как бы, если вы здоровый человек, то вы нормально, ну, как бы относитесь к этому. Зачем вам, блин, калечить себя? Здоровью своему вредить. Вот что такое драка. Что такое драка? Это же капец, это же, блин, долбоёб, извините. Калечат друг друга неумные люди, понимаете? Зачем? Чего они там не поделили? Поэтому разруливайте лучше, парни, разруливайте. Просто, я имею в виду, на базаре как-то договоритесь, разговаривайте. Читайте книги, блин, вот опять эту фишку, значит, на своего любимого конька. Читайте книги, ребята, читайте книги, учитесь разговаривать, учитесь общаться. И тогда вы можете обосновать любую точку зрения свою, то, что вы правы, а драться нехорошо. И обоснуете это, и никого не придется драться. Вы будете нормально, вот, вас будут уважать за то, что у вас язык подвешен нормально. Вы аргументируете свою речь, убедительная речь ваша. Поэтому вот чему нужно учиться. А бояться нужно быть долбоебом. Опять я сорвал. Вот надо чего бояться, так это вот быть тупым человеком, понимаете? Тупые дерутся, умные не дерутся. Вот запомните цитату от Максима Викторовича. Умные не дерутся, тупые дерутся. Бояться нормально. Просто как бы по-пацански, типа, бояться — это нехорошо, неправильно, что бояться западло. Поэтому просто вам даю такой лайфхак, чтобы среди пацанов это не было западлом. Вот послушайте. Я не боюсь, я опасаюсь. Нормально, да, звучит? Опасаюсь, чисто опасаюсь. Ну, так, опасаюсь. Не боюсь, конечно, не боюсь. Ну, опасаюсь немного. Есть такое, знаете, как бы так, на стреме чуть-чуть. Мандражирую еще, можно сказать. Мандражирую чутка. Вот, и все. И среди пацанов вы не опозоритесь. Конечно, если скажете, я боюсь, ну как бы сказать, ты че, сыкло, что ли? Ты че, сыкло, че сышь, да, блядь? Вот. А тут вы скажете, я опасаюсь немного. Как бы. Есть такая легкая напряженность. Вот и все. То есть русский язык, он великий и могучий, использует другие слова, синонимы, которые, ну, не считаются такими уж прям заподлянскими, да, в лексиконе, вот в вашем обществе. Поэтому так, избегайте их, короче, все. Эти драчуны все, бакланы называются по-блатному, они потом, знаете, чем жизнь закончат? Они все потом либо сядут, либо лягут. Хорошо сказано, да? Вот. Сядут либо в тюрьму, либо их лягут в больничку, либо лягут на кладбище. Вот и все. Поэтому, ну, просто подумайте. Либо где-то на улице. Ну, на улице просто лягут, да, их увезут в морг, а потом на кладбище, в могилку. Все, драчун, был великий драчун, блядь. Не боялся драться, лез в драку. Дайте подраться мне. Ну, все, додрался. Потому что на любую силу найдется какая-нибудь другая сила, понимаете? Он вышел подраться, никого не боится, а его сзади тюк по голове кирпичом, блин, и все, и нету нашего драчуна великого, который не боялся. Поэтому, друзья, бояться — это нормально, а не бояться — это ненормально. Психи, блин, больные люди, они не боятся, они просто, ну, нет у них этого инстинкта самосохранения. А бояться — это инстинкт самосохранения. Мы животные, мы зверушки, поэтому мы нормально, реально должны опасаться своего здоровья, как бы его сохранить, как бы нам, ну, жилось, дышалось, кушалось, понимаете? Плюс к этому мы еще человеки, мы еще мозгами должны думать, как нам социально как-то подрасти, ментально, интеллектуально подрасти. Как-то так, я думаю, ребят. А драка, все, завязывайте с этими драками уже. Я вас, конечно, научу там, ну как, бить там, в случае чего, душить, ломать, это понятно. Это ваш крайний полюс, который в крайнем случае применяется. Только в крайнем случае вы применяете это. А не так, просто я подраться хочу. Я вас к этому не призываю. Максим Викторович категорически против всяких драк. Дайте клятву, что не воспользуетесь моей наукой для злого дела. Все, ребята, парни, мальчишки, да и девчонки тоже самое. Сейчас такие девчонки тоже ого. Будьте благоразумнее, будьте все-таки как-то мудрее, что ли, да? Берегите себя, берегите здоровье, любите родителей, папе, маме привет. Короче говоря, вот так. Все, всем пока. Максим Викторович со своим словом пастыря. Ой, сказал, да, тоже. Короче, просто прислушайтесь к моему мнению, ребят. Как-то так вот. Подумайте. С вами был я. Чауки. Че, устал камеру держать, да? Бывает, работа такая. Что ж делать? Ребята, посмотрели видео, поставьте мне лайк. А еще посмотрите этот плейлист и посмотрите это видео. И не забудьте подписаться на канал, кто еще не подписался.